Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, ароматный крем фисташковое мороженое. Крем именно для наполнения, для начинки тортов, пирожных и капкейков. В конце видео я буду собирать торт «Молочная девочка» с этим кремом. Расскажу все подробно про него. Вкуснейший торт, разрез покажу. И также расскажу, как сделать этот крем устойчивым. Здесь я беру обычные покупные фисташки, подсушенные, поджаренные в духовке. 250 грамм неочищенных орехов здесь, и я очищаю их просто руками. То есть никаких приборов я здесь не использую. Я не буду здесь их очищать с помощью кипятка от кожицы. Я не буду их потом высушивать по 3 часа в духовке. То есть я ничем этим не занимаюсь. Имея уже многолетний опыт, я остановилась вот на таком простейшем способе для себя. Когда мне нужен фисташковый крем, я делаю его именно вот так. Также я заметила, что если я не очищаю вот эту сиреневую пленочку с фисташек, крем даже получается более ароматным и таким терпким на вкус. Конечно же, это может повлиять на цвет самой вот этой фисташковой пасты, потому что сейчас я ее буду готовить. Готовится она совсем несложно, то есть я беру вот такие уже покупные обжаренные орехи. Они как бы здесь подсушенные, не совсем даже обжаренные, а как бы подсушенные, да, то есть они не влажные такие внутри. Все, что могу, вот эти вот пленочки с них счистить сухие, я это делаю. Но что уже мне не поддается, вот между пальцев это очистить, этого я уже не делаю ни с помощью ножа, ни с помощью каких-то приспособлений. Итак, у меня примерно 130 грамм набралось чистой ореховой вот этой массы. И я сейчас в кофемолке импульсами по 40 грамм примерно я измельчаю. И в 3 приема для крема, для своего будущего, я буду измельчать орехи. Сейчас я покажу, как я приготовлю такую самодельную, очень быструю фисташковую пасту. Здесь я не буду добавлять ни масла, ни сахара, ничего. То есть здесь у меня будет чистейшая ореховая паста. Качество ее измельчения, все это будет зависеть именно от мощности вашего прибора, в котором вы будете измельчать. Можно в измельчителе, конечно же, это делать. Кто-то это вообще делает при помощи погружного блендера. Сейчас вот такими импульсами я довожу, перемешивая так периодически. Довожу всю эту массу вот до такого пастообразного состояния, когда фисташковая масса уже выделит вот такую маслянистость. И для меня уже эта паста готова. Отставляю все это в сторону сейчас. Здесь у меня 350 мл молока, довожу сейчас до кипения. 110 грамм сахара. Сахара можете брать больше, меньше, зависит от качества вашего ореха. 8 грамм ванильного сахара. Я не люблю, чтобы крем был приторным. 50 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваю. Любые орехи, они дают своеобразную сладость. Добавляю туда 150 мл молока холодного и перемешиваю все это до однородности, чтобы не было комочков. Также сейчас разбиваю одно яйцо туда. Если у вас есть 3 желтка, лучше добавить желтки. Но если нет, то можно также одно яйцо. С желтками крем получится еще более вкусный. Добавляю яйцо в крахмальную смесь, все это аккуратно перемешиваю и иду сейчас на плиту. Молоко у меня уже закипает, и сварю сейчас заварную основу для крема. Тонкой струйкой вливаю аккуратно в закипающее молоко всю крахмальную смесь и на умеренном огне в кастрюле с толстым дном довожу всю эту смесь до кипения. Когда появятся первые пузыри, вот такие признаки кипения, я провариваю эту смесь примерно 30 секунд еще и сразу же снимаю все это с огня. В горячую смесь я добавляю 120 грамм фисташковой пасты, вот у меня получилось от этих 250 грамм. Все это перемешиваю. На данном этапе я не буду добавлять краситель. Все это зависит от качества именно самих фисташек. Бывает, что краситель и вообще в конечном результате в креме не нужен. Но в данном случае мне будет нужен краситель, и я его добавлю потом. Вот сейчас очень важный момент. Я переливаю все это в ту емкость, где у меня будет заварная основа остывать до холодного состояния, потому что мне нужен будет именно на сливках крем для начинки торта. Если же вы хотите, чтобы у вас крем был устойчивым для украшения торта,
вам нужно эту заварную основу охладить только до комнатной температуры. И потом взбить эту заварную основу со сливочным маслом. Также берем 250 грамм сливочного масла. Я все это напишу в описании под видео. Я же в своем случае добавлю туда сливки и охлаждаю сейчас всю эту заварную основу до очень холодного состояния. Так же, как и у меня будут сливки для взбивания, тоже очень холодные. Сейчас у меня здесь 250 мл очень холодных сливок жирностью не менее 30%. Я туда сейчас добавляю 8 грамм ванильного сахара и просто взбиваю сейчас до устойчивых пиков. Больше ничего к сливкам я не добавляю. Заварная основа у меня уже остыла до очень холодного состояния. Она стала светлее, цвет у нее, как бы вы видите, при охлаждении он у нее немножко побледнел. Вот про что я и говорила, что все зависит от качества фисташек. Сейчас ничего долго не взбиваю, просто вот так по 2 ложки я прорабатываю миксером. То есть буквально пару секунд здесь. И так добавляю всю заварную основу. Видите, крем разжижится, это нормально. Цвет меня не устраивает, поэтому я добавлю буквально 1 каплю. Краситель у меня здесь фисташково-зеленый, краситель пищевой гелевый, водорастворимый. Добавила, получился вот такой цвет у меня в итоге. Вот такая масса получилась. Она не держит форму, потому что мы добавляли туда сливки. Если же вам нужен устойчивый крем, заварную основу охлаждаем до комнатной температуры и взбиваем также вместо 250 грамм сливок берем 250 грамм размягченного сливочного масла. И будет у вас устойчивый крем для украшения, такой же фисташковый. Также можете окрасить по желанию. И вот такой крем очень вкусный, ароматный у меня получился. Сейчас, как я и сказала, собираю торт «Молочная девочка» с этим кремом. Покажу вам разрез потом. Здесь у меня диаметр торта 20 сантиметров. У меня здесь 8 коржей. 8 коржей «Молочной девочки». На моем канале есть уже много подробных видео по выпеканию коржей «Молочная девочка» и шоколадных, и обычных. Здесь я вам показываю классический вариант. Ссылку на приготовление коржей «Молочная девочка» я, конечно же, вам оставлю в описании к данному видео. Порция у меня на 1,5 банки сгущенки. В описании к данному видео я вам напишу рецепт именно на приготовление теста для торта такого диаметра 20 сантиметров. Торт собрала, убирала в холодильник на ночь, и вот так он разрезается после ночи в холодильнике. Сейчас покажу вам разрез. Этот крем удивительно хорошо сочетается с коржами именно «Молочная девочка». Раскрывается вкус и аромат этого крема именно с этими коржами. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.